Судебный процесс над бывшими лидерами Нагорного Карабаха в Баку – это вопиющий пример правового фарса, лишенного всякой легитимности. Теперь гопники, сидящие за этим судилищем, сменили тактику. Для придания своему позорному спектаклю мнимой убедительности они прибегают к вбросам, где 50% составляют якобы реальные факты, а 50% – наглая ложь, необходимая им для фальсификации судебных исков против Армении. Эта крайне тупая методология лишь подчеркивает убогость их подхода. Смешивая правду с вымыслом, они надеются обмануть тех, которые сами могут обмануть любого из тех, кого они знают. Однако подобная уловка обречена на провал, ибо процесс полностью нелегитимен, как по форме, так и по содержанию. Ограничение доступа к заседаниям, допуск исключительно подконтрольных государственных СМИ и игнорирование жалоб подсудимых на фальсификации и давление следствия разоблачают ангажированность этого судилища. Заявление Баку о соблюдении процессуальных прав – это жалкая ширма, скрывающая карательную расправу над побежденными. Политические процессы против представителей и граждан Республики Арцах продолжаются в Баку. Председатель Круга дружбы Франция-Арцах Франсуа Пупони вместе с 30 парламентариями и избранными представителями различных политических взглядов призывает международное сообщество немедленно потребовать освобождения арестованных. В феврале 1988 года народ Нагорно-Карабахской автономной области вышел на улицы с мечтой о свободе. Это стремление переросло в цель, которая, несмотря на огромные жертвы, привела к созданию суверенной республики Арцах. Сегодня в Баку идут суды над ее лидерами и гражданами. Эти люди, посвятившие свою жизнь служению народу, обвиняются в вымышленных преступлениях в ходе фарсового правосудия. Бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян неоднократно осуждал эти политические процессы, а 18 февраля объявил голодовку в знак протеста. В стране, где права человека систематически нарушаются, где свобода слова подавляется, а независимость судебной системы отсутствует, его судьба вызывает серьезные опасения. Вместе с ним преследованию подвергаются бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бака Саакян и Арайк Арутюнян, действующий председатель парламента Давид Ишханян, экс-министры Левон Мнацаканян и Давид Бабаян, а также военные и мирные граждане. Эти узники совести лишены права на защиту, подвергаются давлению и жестокому обращению. На протяжении более 30 лет законно избранные власти Арцаха всегда отвергали применение силы и выступали за мирное урегулирование конфликта, основанное на праве народов на самоопределение и принципах международного права. Мы призываем национальные правительства и европейские институты к немедленным действиям по освобождению армянских политзаключенных в Баку, включая лидеров Арцаха. Без вмешательства международного сообщества эти репрессии могут привести к новой волне насилия против христианских меньшинств в регионе. Позиция азербайджанского государства заключается в том, что мы не должны сталкиваться ни с какими препятствиями в Зангезурском коридоре, там ни в коем случае не должно быть таможенного пункта. Грузы Азербайджана должны проходить без проверки. Переход из Азербайджана в Азербайджан должен быть обеспечен беспрепятственно. Это принципиальная позиция президента Азербайджана. Это речь члена комитета Мили Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, депутата Эльмана Насирова. Да и, в общем-то, позиция, как он говорит, самого сына будущего памятника в Московском сквере. Например, железнодорожный транзит товаров из России в Калининград разрешен при целенаправленном, пропорциональном и эффективном контроле со стороны властей стран ЕС, при этом никаким видом транспорта нельзя перевозить военные грузы, военные технологии и продукцию двойного назначения. Это выдержка из инструкции ЕС, которую они приняли после февраля 2022 года. Да, перевоз грузов из России в Калининградскую область и обратно разрешен, однако под контролем ЕС. Эти правила приняты обеими сторонами. Азербайджану же, желающему харкнуть на международное право и вышеуказанный прецедент, нужно помнить один старый закон физики.
Поезда, не прошедшие армянский таможенный контроль, имеют шансы идти под откос в 21 раз чаще, чем те, кто такой досмотр прошел. Последние события в Азербайджане, включая закрытие различных структур ООН и независимых СМИ, а также монопольный судебный процесс над незаконно удерживаемыми в Баку армянскими пленниками, отражают политический курс Алиева, направленный на уклонение от международного контроля и усиление внутренней диктатуры. Присутствие ООН и правозащитных организаций могло бы раскрыть политизированный характер азербайджанской судебной системы. Случаи пыток и судебные процессы, основанные на армянофобии. Кроме того, Алиев, находясь в значительной зависимости от своих внешних союзников, Турции и Израиля, продолжает усиливать экономическую и энергетическую зависимость Нахидживана от Турции, прокладывая новые газопроводы и линии электропередач. Эти шаги не только углубляют социально-экономическую зависимость Нахидживана от Анкары, но и превращают его в прямой инструмент турецкого влияния. Если Алиев считает, что такая политика даст ему уникальную возможность использовать Нахидживан в будущих территориальных амбициях, то на самом деле Эрдоган уже обеспечил себе контроль над регионом под предлогом защиты от иранской угрозы. В конечном итоге, как всегда, в братском сотрудничестве выгоды распределяются следующим образом. Карабах тебе, Нахидживан мне. О дальнейших выплатах по долгам и их катастрофических последствиях в следующий раз. Группа, инициировавшая законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз, считает, что демократические институты коллективного Запада являются гарантами безопасности Армении. Такое мнение представитель инициативной группы Артак Зейналян выразил в ходе обсуждения второго чтения законопроекта на заседании Комитета европейской интеграции Национального собрания Армении. Член оппозиционной фракции «Армения» Армен Геворкян отметил, что в ходе обсуждения закона много говорилось о том, что принятие закона позволит Армении диверсифицировать свою среду безопасности. Он поинтересовался, произошли ли какие-либо изменения в позициях на этот счет в контексте событий последних 2 недель. По словам Геворкяна, сам ЕС находится в достаточно сложной ситуации, чего они не скрывают. Мы все больше убеждаемся в том, что уровень безопасности Армении повысится в результате процесса европейской интеграции, в том числе и в ходе этого процесса. Если бы мы назначили общенациональный референдум на 21 сентября прошлого года, как мы предлагали во время парламентских слушаний, мы сейчас оказались бы в гораздо более выгодном положении, ответил Артак Зейналян. По его словам, государственная безопасность многокомпонентна, и военная составляющая является лишь одной из составляющих безопасности. И мы считаем, что гарантом безопасности Армении являются демократические институты коллективного Запада, которые обеспечивают свободу и права своих народов. Смысл и цель существования государства – гарантировать, обеспечивать и защищать права и свободы человека, сказал он, выразив мнение, что этого нет ни в одной другой структуре, членом которой является Армения, кроме Совета Европы. Постскриптум. Армения продолжает углублять сотрудничество с Европейским Союзом. В Брюсселе, где находится штаб-квартира ЕС и НАТО, появится армянский атташе по вопросам обороны. Этот дипломат также будет работать по совместительству в Бельгии. По факту это часть новой стратегии Еревана, направленной на укрепление безопасности страны через расширение международных контактов. ЕС уже оказывает Армении поддержку, включая миссию наблюдателей на границе. А теперь взаимодействие потихоньку выходит и на оборонный уровень. Присутствие военного дипломата в Брюсселе усилит коммуникацию с европейскими структурами и может открыть Армении доступ к новым возможностям в сфере обороны. Главное, чтобы на эту должность попал действительно понимающий специалист. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.